Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Я подготовила для вас очень полезное видео. Как нанести гель-лак под кутикулу 3 способами. Обязательно поставь пальчик вверх и подпишись на канал, если этого еще не сделали. Благодаря глубокому покрытию оно смотрится эстетично даже через пару недель носки. Такая прокраска позволит принимать большее количество клиентов, ведь возвращаться они к вам будут не чаще, чем раз в 3-4 недели. Поверьте, они оценят мастерство и обязательно станут вашими постоянными клиентами. Те, кто выполняет маникюр самостоятельно, также найдут полезные фишки, которые можно использовать, ведь покрывать гель-лак самой себе не так-то просто. Залог аккуратного покрытия без затеков – это чисто маникюр. Я его уже выполнила, также сделала выравнивание ногтевой пластины, для того, чтобы покрытие ложилось ровно без проплешин. По желанию вы можете обезжирить ногтевую пластину, снять липкий слой с базы или работать по нему, здесь уже как вам удобно. Всегда после нанесения базы я отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой. Это позволит еще глубже покрыть гель-лак. Обязательно выставите правильно свет, таким образом, чтобы он падал под кутикулу, а не был за ней, так как это будет создавать тень. Из-за нее вы не сможете аккуратно все прокрасить. Также важный момент – следите за тем, чтобы клиент вот так сильно не напрягал пальцы, потому что из-за этого также происходят затеки. Первый метод – подталкивание. На кисть набираю минимальное количество гель-лака, чтобы не было затеков. Обязательно делаю опору мизинцем правой руки. Ставлю кисть близко к кутикуле, опускаюсь на 1-2 мм и после этого толкаю объем материала. При этом большим пальцем сильно оттягиваю кутикулу. Пальчик модели у меня смотрит вниз. Задерживаюсь на секундочку у кутикулы. И цвет затекает у меня глубоко. Вниз первое движение. Средним пальчиком раскрываю синус, кисточку ставлю по диагонали и медленно распушая кисть, кончиком ее прокрашиваю синус и боковую стеночку. То же самое делаю с другой стороны. Поворачиваю пальчик на бочок, большим пальцем отодвигаю синус. По диагонали разворачиваю кисть и медленно кончиком кисти прокрашиваю периметр ногтя. При необходимости аккуратно перпендикулярно запечатываю торец. Дополнительно набираю материал во флаконе и придаю плотности. Если гель-лак укрывистый, то можно нанести его в один слой. Выполняю длинные движения от кутикулы до свободного края, кисть параллельно ногтевой пластине. Отправляем ноготок в лампу. Второй слой наношу аналогично первому. Делаю четкую границу у кутикулы, прокрашиваю по бокам, запечатываем торец при необходимости и разравниваем покрытие длинными движениями от кутикулы до свободного края. Если вы увидели затек, аккуратно уберите его апельсиновой палочкой и быстро отправляем в лампу. Второй способ – это использование тонкой кисти. В моем случае кисточка Рублев синтетика 10-0. Пальчик также ставлю вниз, чтобы не было затеков под кутикулу. Опору мизинцем. Толкаю гель-лак к кутикуле насколько могу близко. По тому же принципу прокрашиваю боковые стороны ногтя. Аккуратно запечатываю торец. Набираю гель-лак на кисточку. Сильно оттягиваю кутикулу. И небольшими штриховыми движениями прокрашиваю под кутикулой. Некоторые мастера этот этап делают на втором слое цветного покрытия. Мне нравится всегда заводить материал первым слоем под кутикулу, для того, чтобы второй слой уже сам глубоко лег по первому прокрашенному слою. Добавляю плотности. Кисть у нас располагается параллельно ногтевой пластине. Обратите внимание, каким образом работают мои пальчики, только большой и указательный. Я не веду всю руку вместе с кистью. И отправляем в лампу.
Второй слой покрываю аналогично, но уже без использования тонкой кисточки. Конечно, на клиенте я не прокрашиваю по 2 слоя на одном ногте, я работаю конвейером. То есть, например, мизинчик на одной руке, мизинчик на другой, безымянный на одной, безымянный на другой. И также наношу второй слой. Второй слой я могу нанести по несколько ногтей, например, по 2, по 4 ногтя. Но первый слой всегда наношу по одному пальчику. Какое это слово также, вот мое любимое, блин. Вырежи его там, это слово также, просто я такой пип. Для видеороликов мне нужны модели в нашем учебном классе в Москве. Я сделаю любые ноготочки красивыми. Вниз растущие, проблемные, короткие, со стеющейся кутикулой. Хотите ею стать? Тогда присылайте фото своих ногтей мне в директ. Марина, нижнее подчеркивание, Сакрамел. Вот тут будет ссылка на аккаунт. И третий способ – это веерная прокраска кистью из флакона. Для этого я сильно-сильно отжимаю кисточку во флаконе, ставлю кисть близко к кутикуле, опускаюсь на 2 мм вниз, толкаю насколько могу, первое движение вниз, далее делаю в бок. Если вы все-таки видите затек цветного гель-лака, ни в коем случае не ставьте руку модели в лампу. Обязательно уберите его при помощи безворсовой салфетки, смоченной в обезжиривателе, апельсиновой палочки или, например, плоской кисти. Либо полностью сотрите покрытие. В таком случае всегда лучше начать сначала. И ни в коем случае не оставлять затек. Со второй стороны прокрашиваю. Делаю все медленно, но точно. Убираю подушечку пальца и запечатываю перпендикулярно торец. Теперь самый важный этап этой техники. Мы сильно отжимаем кисточку внутри флакона. Кисть должна быть полусухой. Натягиваю кутикулу 2 пальцами, фиксирую, но при этом пальчик все равно смотрит вниз. Ставлю кисточку к синусу, сильно ее распушаю и буквально парой волосинок поступательными движениями прокрашиваю под кутикулой. Добираю материал из флакончика для плотности и стягиваю его вниз. Длинные движения, кисть параллельно ногтевой пластине. Вторым слоем я наполняю ноготочек цветом и больше уже не повторяю веерную прокраску, так как второй слой у меня сам затечет по первому глубоко прокрашенному слою. Разравниваю покрытие и отправляю руку модели в лампу. Наношу топовое покрытие без липкого слоя, аналогично второму слою цвета. Подталкиваю, задерживаюсь на секунду у кутикулы, для того, чтобы топ перекрыл все слои цвета. Прокрашиваю боковые стороны ногтя, запечатываю торец и разравниваю покрытие. Кисть при этом параллельно ногтевой пластине. По итогу вы должны увидеть ровный блик. Если он где-то преломляется, то вы можете перевернуть ноготок модели на 10 секунд, для того, чтобы топ самовыровнялся. Именно такой способ я применяю на клиентах. Топовое покрытие вы можете наносить как по одному пальчику, так и несколько. Обязательно перед постановкой в лампу посмотрите, не произошло ли затеков.
Ну что ж, друзья, вот мы и рассмотрели 3 способа покрытия ногтей гель-лаком под кутикулу. Напишите в комментариях, какой из способов используете вы. Желаю вам успехов в работе, всем счастливо, пока-пока!